Приветствую! С 1978 года на рынок Японии стали выходить модели звуковой аппаратуры премиального класса Sony Esprit. В 1981 году с ними познакомились пользователи остального мира. И в 1983 году вся линейка была окончательно сформирована. Она была укомплектована проигрывателем виниловых дисков, предварительным и оконечным усилителями, тюнером и акустическими системами с плоскими диффузорами. С французского языка Esprit переводится как «дух». Компоненты этой серии обладали некоторыми фишками дизайна, компоновки, звучания и цены, от которых у потенциального пользователя ими захватывало дух. При их производстве использовались высокие достижения компании Sony в технологиях начала 1980-х годов и максимальный уровень ручного труда. Зачем я это рассказываю? Да ни зачем. Просто спустя 10 лет на заводе в той же Франции выпускаются на рынок Европы компакт-кассеты Sony серии Esprit с лентой 1, 2 и 4 типов. Формула лент отличалась наличием кобальта в своем составе. И если для ленты 2 типа это ожидаемо, то кобальт в железной ленте — это вот опять же такая фишка. У меня на обзоре запечатанная кассета Sony Esprit 2 на 50 минут начала 1990-х, которую я приобрел за 1400 российских рублей на сайте Мешок.нет у продавца в моем городе. Ссылку на него опубликовал в описании. По информации интернет-источника, в этой кассете установлена лента UXS с формулой Super Uniaxial, такая же, как в этой кассете. Через прозрачную арку на лицевой стороне целлофановой обертки можно рассмотреть аудиокассету. Такой хронометраж 50 минут выпускался только для рынка Японии, о чем свидетельствует штрих-код на 49 на тыльной стороне обертки. И тут же через прозрачное окно, уже на вкладыше, представлены все 3 типа лент этой серии, а также то, что изготовлена она во Франции. В моей коллекции не было ни одной из них. Особое внимание было уделено разработке антивибрационного корпуса с 2 окнами. Тут так и изложено на французском языке и дополнительно проиллюстрировано. С помощью этих окон поглощаются как внешние, так и внутренние вибрации, поскольку корпус не из цельного пластика. Решил ее распечатать, потому что сейчас нет у меня свободных кассет с таким коротким хронометражом. Кстати, обертка чуть скособочена. Это заметно по голубой полоске внизу. Вскрываю. Футляр полноформатный с закругленными гранями. В комплекте есть стикер с 2 голубыми и 3 светло-серыми наклейками, плюс прямоугольная наклейка с названием модели. Ее можно налепить на футляр. Вкладыш без разворота из тонкой бумаги. На нем синий, темно-серый и белые цвета в тон-кассете. Все в гармонии и прекрасно. Футляр из прочного прозрачного пластика с крестообразными стоперами и логотипом в углу на крышке. Такой корпус использовался и в модели Sony ES2 1991 года. И вот ту кассету я держал в руках. На мой вкус цветовое решение, которое в ней реализовано со светло-серым пластиком и тонированными окнами, гораздо интереснее. А здесь корпус клееный, темно-серого цвета, имеет шероховатую поверхность. При попадании на него бокового света он приобретает синий отлив. Вверху есть прямоугольное углубление для наклейки, а слева в углублении указана литера А и Б. В центре прозрачное окно с круглыми боковыми сторонами, в котором полностью вмещаются обе катушки. На верхней грани трапеции под ЛПМ еще одна прозрачная вставка. На ней с обеих сторон, причем зеркально, имеется технологический пузырек. Надписи на кассете выполнены синей и золотистой красками. Катушки во всей линейке Esprit одинаковые и такие, как в UXS 1992 года, с редкими круглыми отверстиями и серыми клипсами.
Внешне кассета симпатичная, но ES2 еще краше. На верхней грани имеется штамп серийного номера. В начале лента с хронометражем 50 минут имеет розовую вставку, а затем следует прозрачный раккорд. Сравню с кассетой UX-S90 1992 года. Здесь аналогичный металлический кран и сдвоенная пружина под подушкой. Длина раккорда одинаковая и ленты по цвету схожие. Но в какой-то момент мне кажется, что в кассете Esprit 2 она чуть-чуть темнее. Посмотрим, как оценивает их магнитофон. Для этого откалибрую кассетную деку Sony TCK222 ASA под ленту второго типа Sony Esprit 2 1992 года. В результате уровень для частоты 400 Гц поднял на 1 дБ, а регулятор BIOS в плюсовую зону наполовину, то есть поднял на 10% по этой шкале. Проверю калибровку под ленту Sony UX-S того же года. Запись. Да, уровни обеих частот для калибровки тракта записи кассетной деки выставлены по меткам. Значит, действительно, ленты в этих кассетах одинаковые. И ее формула Super Uniaxial. Теперь запишу на эту кассету Sony Esprit 2 одну музыкальную композицию. Данный магнитофон оснащен функцией сквозного канала, поэтому в процессе записи буду переключать сигнал с внешнего входа на сигнал, уже записанный на магнитную ленту. Оценим разницу в звучании. Я вот четко слышу через акустическую систему, что от источника поступает сигнал с достаточно ровной АЧХ. А вот с ленты получаю запись с более выраженными басами, они помощнее. И слышен подъем высоких частот. При этом середина диапазона остается на прежнем уровне, как в источнике. И очень низкий уровень шума ленты, я его вообще не слышу. Поэтому исчезает воздух в звучании. Эта лента явно заточена под запись цифровых источников. Подведу итог. Sony Esprit 2 формулой ленты, шероховатой текстурой корпуса и отметкой стороны в глянцевом кружке слева внизу похожа на кассету одногодку Sony UX-S.
Даже футляры у них одинаковые. И обе изготовлены во Франции. С торца они отличаются только серийным номером. Есть особенности в дизайне корпуса и цветовом оформлении вкладыша. Цена каждой в Минске тоже одинаковая, около 50 белорусских рублей. Но при этом кассета Esprit на 50 минут, а UXS на 90. Ну, в общем, выбор за вами, но лично мне симпатичнее UXS. Благодарю вас за просмотр и оценку этого видео. Буду рад новым подписчикам и встретимся на канале. Всем пока!